твой секрет силы, Нечаев? 100 отжиманий, 100 на пресс, 100 приседаний и 10 километров бега каждый день без пропусков. В этом видео я покажу, как стать ванпанчменом в Atomic Heart. В большинстве игр кулаки — это такой рудиментарный элемент, который создан лишь для галочки. Atomic Heart не стала исключением. Несмотря на это, я своими роликами запустил хэштег «Атомный кулак», подробности которого нам сейчас не важны. Главное то, что я прошел игру кулаками, а значит это возможно. Но мне стало этого мало, ведь у кулаков урон равен 5 единицам, при том, что у той же звездочки он равен 84 единицам. Осталось понять, как же раскачать нашего Нечаева до уровня Сайтамы. Учитывая то, что я уже прошел Atomic Heart 3 раза, и один из них полностью кулаками на максимальной сложности, мне можно использовать секретное оружие Сайтамы. То есть я должен создать мод, в котором после первого полностью кулачного прохождения на максимальной сложности у нас открывается новый вариант перепрохождения игры на сложности One Punch Man. Мне нужно как-то сделать, чтобы по дефолту ставился японский дубляж, благо официальная озвучка и так есть без модов. Также по лору этого мода Нечаев облысел и стал настолько сильным, что смог вернуться во времени и пройти свой путь заново. То есть теперь у Нечаева другой скин, и его кулаки ваншотят. Также мод YouTube, на который я делал обзор, недавно добавили функцию «Включить третье лицо». Но никто этого даже не заметил, потому что моды на Atomic Heart выходят очень редко, и никто даже не добавил Шрека. Так вот, в идеале мы со скином Сайтамы бегаем от третьего лица и уничтожаем всех с одного удара. Можно еще сделать так, чтобы у игрока было несколько пустых рук в инвентаре, чтобы он не мог подбирать обычное оружие. Но это не обязательно, так как могут последовать баги, например, с квестом пистолетом, который дает Элеонора. Зато это бы пофиксило топор в начале, из-за которого нам приходится кидаться коробками в полностью кулачном прохождении. Ах да, если кто не знает, чтобы пушить кулаки в игре Atomic Heart, нужно просто выложить все оружие. Вообще говорится, если никто не сделает, то сделай ты, но идеальная версия мода пока не здесь. Как говорится, ты не имеешь права. Знаете, я тут хотел реализовать весь этот план мода, который я вам сейчас описал. Даже написал в какой-то дискорд-сервер мододелов по Atomic Heart. Я уже подумал, что стану каким-то жестким мододелом-программистом. Мне никто не ответил. Ну и ладно, обычно мои видосы собирают по 200 просмотров, так же как и этот. Но нужно же как-то стать Сайтамой хотя бы в первой версии мода. Давайте я просто изменю одну строчку в файлах игры и назову это модом. Тебе явно нужно подлечиться. Не. Специально для этого видео я создал страницу нашего мода на Nexus моде. Это такой крутой и проверенный сайт. Ссылка на него будет в описании. Чтобы его скачать, нам нужно нажать вот сюда, файлы, то есть вам нужно быть еще зарегистрированным на этом сайте. Нажимаем вот сюда. Нажимаем медленную загрузку и загружаем. В архиве у нас папка, открываем ее. И вот этот файл перетаскиваем сюда с заменой. Это у нас, если что, папка с игрой. Как ее найти в Steam или VK Play, я рассказывал в видосе про то, как устанавливать моды. Все, теперь мы немного повысили ваш урон кулаков. Было 5, стало 5000. Впоследствии в версии 1.1 я изменил переменную на 50 тысяч, чтобы ваншотить даже росу. Если же вы хотите поставить свое более сбалансированное количество урона, то я сейчас покажу, как это сделать. Заходим в расположение Atomic Heart, Content, Game Tune. Открываем файл Weapon Attributes с помощью текстового блокнота. В нем с помощью сочетания клавиш Ctrl-F ищем словосочетание Empty Hands. Вот. Здесь именно вот это. Здесь листаем чуть ниже и находим вот эти вот строчки. Здесь нас интересует вот это и вот это значение. По дефолту это 5. Меняем оба этих значения на одинаковые, например, 40-40 или 80-80. Сохраняем документ и готово. Поздравляю вас, можете наслаждаться игрой. В идеале я планирую обновлять мод в дальнейшем и довести его до идеального состояния, которое я описывал в начале ролика. Если же вы по какой-то неведомой причине хотите поддержать меня финансово, для этого есть несколько способов. Donation Alerts — безвозмездные пожертвования. Donut Pay — альтернатива, в которой работает больше способов оплаты. Boosty, который тоже только зарождается, в нем уже есть платные подписки со своими бонусами. Если у вас нет денег, для вас изобрели Amplify. Там даже регаться не надо, просто вводите ник, смотрите рекламку и мне приятно. Все ссылки в описании каждого ролика. Смотри один из двух вот этих видосов, всех люблю.